Трамп противоречит сам себе. Мир ломает головы по его политике о Украине. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Deutschland. В начале видео я хочу передать сердечный привет моей подписчице из Дании, которой я познакомилась случайно на улице, она меня увидела. Представьте себе, на улице увидеть подписчицу в стране, в которой ты не живешь. Тем более она тоже здесь не живет, она из Дании со своим датчанином мужа. Если вы случайно зашли на мой канал, подписывайтесь. Это поможет продвижению моего канала. А также это огромная мотивация для меня. Друзья, не забывайте ставить лайк. Желаем вам приятного просмотра. Начинаем. Поехали! Правительство США собрало только что все военное руководство, 800 генералов. Этот шаг очень взрывоопасный, так как Россия несколько дней назад объявила, что НАТО является активным участником войны против России. И сразу же Америка созывает всех военных адмиралов и генералов на встречу в город Вирджиния. НАТО и ЕС объявили России войну через Украину, утверждает российский министр иностранных дел Лавров на встрече G20 25 сентября. Высказывание Лаврова происходит на фоне растущей напряженности между Россией и НАТО после недавних нарушений воздушного пространства Альянса российскими дронами и боевой техникой. Российский главный дипломат подтвердил давний нарратив Кремля о том, что Запад спровоцировал войну в Украине, заявил он. НАТО и ЕС вышли за рамки косвенной поддержки и теперь являются активными участниками войны. Друзья, это не просто так. Это очень важное сообщение, которое я вам рассказываю. Этого не было со времен Второй мировой войны. И даже руководство американской армии шокировано этим. Друзья, это очень все серьезно, потому что до сих пор российское руководство говорило о том, что Запад ведет прокси-войну. Сейчас Россия объявила, что Запад ведет активную войну против России. Что-то уже далеко не шуточными выглядят заявления главы Пентагона по поводу ситуации на Украине. Он ни много ни мало сказал буквально следующее. И это слова абсолютно не вырванные из контекста. Он сказал, что если Украина проиграет России, то НАТО объявит войну России. И первыми, значит, в это столкновение, значит, впрягутся страны Балтии. Также Польши и вот других стран НАТО. Исходя из того, что происходит сейчас на Украине, исходя из этой ситуации, получается, что война с Североатлантическим альянсом неизбежна. НАТО, ясное дело, находится в боевой готовности, и сейчас огромное количество самолетов можно увидеть по всей Европе, которые якобы боятся новых дронов из России. Хотя мы знаем, что очень много из этого подстава, чтобы втянуть нас в Третью мировую. Творится какое-то безумие, потому что Запад готов на все. Польша закрыла воздушное пространство на востоке Польши. Итак, польские военные находятся в повышенной боевой готовности из-за нападения России. В основном это все происходит потому, что сейчас тоже прилеты и на Западную Украину. Польская служба управления воздушным движением закрыла воздушное пространство на востоке Польши. В этом районе патрулирует лишь один единственный танкер НАТО и несколько стелс-боевых самолетов НАТО. По собственным данным, польские военные находятся в состоянии наивысшей боевой готовности, поскольку российские дроны и крылатые ракеты атакуют центральную и западную Украину. Но в боевой готовности находится не только Польша, а также Америка, USA, потому что военный министр Хексикс созвал всех генералов. Я сказала 800 человек и адмиралов. То есть все военное руководство. Такое в основном происходит во время войны или перед войной. И что пишет Frankfurter Rundschau? Frankfurter Rundschau пишет о том, что Америка очень обеспокоена. Я говорила
Трамп – это не вся Америка. То есть министр обороны Трампа вызывает всех известных военных. Это, конечно, очень подозрительно и это очень опасно. Министр обороны Трампа вызывает всех высших военных на таинственную встречу. Министр обороны Дональда Трампа, по сути военный министр Хайстер, сейчас заставляет сотни высокопоставленных американских военных, дислоцированных по всему миру, явиться на встречу без объяснения причин. О замешательстве и обеспокоенности в американской армии сейчас пишет Washington-Post. Причина – внезапно назначенная встреча министра обороны США Пита Хексеса. Он приказал сотням адмиралов явиться на следующей неделе в США. По сообщению американской газеты, министр Дональда Трампа внезапно назначил встречу на базе корпуса морской пехоты в Вирджинии без объяснения причин или содержания. Приказ явиться был отправлен практически всем высшим военным командирам по всему миру. Следовательно, это крайне необычное действие. Согласно отчету, в настоящее время в военном командовании США насчитывается около 800 генералов и адмиралов. Они распределены по США и десяткам других стран и часовых поясов. По данным инсайдеров, Эксес дал приказ явиться на встречу. Для всех высокопоставленных офицеров с званием бригадного генерала или выше, или с эквивалентным званием в ВМФ, которые занимают командные должности, так же, как и для старших унтер-офицеров. Этим офицерам обычно подчиняются сотни, если не тысячи рядовых солдат. Согласно докладу, на таинственных встречах ни один министр обороны никогда не проводил такую встречу в Брауме. Трамп не хочет Третью мировую войну, но из-за вмешательства сейчас активного, я тоже считаю активное вмешательство Запада, то есть Европы, в войну с Россией, путем развязывания войны все возможно. Потому что, в конце концов, в России, может быть, когда-нибудь лопнут терпение. Но можете представить, без объяснения причин вызывают по всему миру всех генералов и адмиралов в Америку. Это последние совершенно новости. Друзья, такой встречи в истории еще никогда не было. Сейчас я предоставлю вам видео абсолютно различные мнения, где Скотт Риттер говорит, это бред говорить о войне между НАТО и Россией. Он говорит о том, что НАТО не находится в том положении, чтобы вести эту войну против России. НАТО не в состоянии вести войну. Проблема возникает из-за того, что произошло дальше. Должен быть контролируемый демонтаж Украины. Давайте прекратим этот бред о войне между Россией и НАТО. Этого никогда не произойдет. Я не мог вести войну с Россией. Это как желание, чтобы Дед Мороз был настоящим. Но это не так. НАТО не может вести войну. НАТО не будет вести войну. НАТО не находится в положении вести войну. Это была провокация Украины, которая, на мой взгляд, была проведена в полном сотрудничестве, по крайней мере, с частью польского правительства. Украина, по-видимому, со временем накопила определенное количество российских дронов-обманок. Это, вы знаете, дроны из пенопласта, которые предназначены для активации радаров, привлечения огня на себя, указания позиций. И, надеюсь, заставить Украину тратить ресурсы ПВО, чтобы настоящие дроны могли выполнять свою задачу. И их отправили в Польшу. Беларусь сообщила об этом и заранее предупредила поляков, после чего поляки отреагировали на 19 дронов-имитаторов. Были поражены только 4, по-видимому, сбито только 3. Воздушная ракета «Воздух-воздух», которая промахнулась и поразила деревню, в результате чего был нанесен ущерб. И теперь все признают, что все это всего лишь инсценировка. Просто больше нет никого, кто бы это воспринимал всерьез. Но поляки, потому что действовали по сценарию, сослались на статью 4 Хартии НАТО и подняли всех по тревоге. А затем, как предусмотрено сценарием, происходит это столетие. Польша перебрасывает 40 тысяч дополнительных солдат к границе. Пожалуйста, ребята, не паникуйте, всего, как я думаю, там было от 30 тысяч до 40 тысяч солдат. Это польские солдаты, у которых боеприпасов на 14 дней. Они ни с кем в войну не пойдут. Кстати, Россия провела учение «Заппар-2025» с 100 тысяч солдатами.
Есть 100 тысяч солдат, которые не вовлечены в конфликт с Украиной. Речь идет о 800 тысячах до 900 тысяч солдат. Так что давайте оставим этот бред. Опасность не в этих вещах. Посмотрите, Англия отправила 2 Еврофигhtер. 2. Я думаю, Франция отправила 3 Рфрли. 3. Немцы отправили 2 боевых самолета. 2. Это шутка. Это ничего не значит, 0, совсем ничего. Проблема возникает из-за того, что произошло дальше. Украина обращается к полякам и говорит: «Мы хотим научить вас сбивать дроны. Мы хотим научить вас, как сражаться против русских». Поляки сказали: «Хорошо». Так что сейчас украинские силы противовоздушной обороны едут в Польшу, чтобы обучить члена НАТО, как действовать против русских. Но даже здесь я прошу людей глубоко вдохнуть. Польша не расширит противовоздушный щит без разрешения России на Западную Украину. А теперь нам нужно вернуться к небольшой конференции Натришкина, которую он провел. В начале этого лета, когда они говорили: «Да, мы думаем, что когда эта война закончится, мы, вероятно, столкнемся с разделом Украины, и Западная Украина перейдет Польше. И, знаете, Закарпатский регион перейдет в Венгрию, а другие части перейдут к Румынии». Я думаю, именно это здесь и происходит. Я считаю, что поляки сейчас занимают позицию для краха Украины, который, кстати, происходит прямо сейчас. Крахи не происходят за одну ночь, но мы сейчас переживаем политический и экономический крах. В Зеленский слышна паника. Слышен голос каждый раз, когда он говорит: «Армия рухнула». Я думаю, что в конечном итоге произойдет. Должен быть контролируемый демонтаж Украины. Украина не должна просто так сама развалиться. И я думаю, что русские и поляки находятся в контакте друг с другом. Возможно, через Беларусь, чтобы координировать контролируемый демонтаж Украины. И чтобы это могло произойти, настанет момент, когда Польша должна будет расширить систему противовоздушной обороны на территории, за которые она возьмет на себя ответственность. Эти территории, вероятно, будут переполнены беженцами. Будет гуманитарный кризис. И это произойдет с разрешения России. Но Польша сейчас готовится к этому, учась, как интегрироваться в украинскую систему ПВО. Речь не о том, что НАТО готовится вести войну с Россией или что-то в этом роде. Этого просто не произойдет. У них нет на это способности. Здесь речь идет о Польше и Украине. Зеленский уже сотрудничал с поляками, чтобы создать экономический союз. Они уже подготовили Запад Украины к тому, чтобы быть принятым Польшей. Западная Украина фактически уже была поглощена Польшей. Что касается экономических отношений, все это служит лишь подготовкой. Это моя оценка, что я не буду участвовать в этой серии устрашений о войне между НАТО и Россией, потому что этого не произойдет. Но нет ни одной немецкой компании, которая производит сталь. Они не могут себе этого позволить, потому что отказались от дешевого российского газа. И знаете, они просто не справляются, поэтому им приходится покупать всю свою сталь из Швеции. И это стоит им целое состояние. И реальность такова. Даже если Porsche сейчас вложит значительную сумму, чтобы перестроить оборонную промышленность, они не могут себе это позволить. Вы на грани банкротства. Porsche обанкротится. Они пытаются продать части своего бизнеса. Они разрушают компанию. Они продают части своего бизнеса чешскому миллиардеру, который верит, что у него есть план. У них нет денег. Это просто глупость. И чтобы достичь этого, немцы говорят об этом. Отменить пенсии, сократить систему здравоохранения. Все эти вещи нужно отменить, которые сделали Германию работоспособной. И Германия – общество на грани краха. Я с удовольствием вспоминаю Германию. Такой Германии больше не существует. Немецкие поезда больше не ходят вовремя. Они ломаются. Германия и Франция – это шутка в самом прямом смысле слова. Потому что, еще раз, Геральт, они не построят танк. Они не могут себе этого позволить. У них на это нет денег. Друзья, я покопалась и нашла для вас тоже, слепит, сейчас одену, нашла для вас тоже информацию, как раз связанную с встречей 800 генералов и адмиралов со всего мира в Америке. Были разосланы приглашения. Можете представить, приглашение было послано явиться всем абсолютно, без исключения, все равно занят человек, не занят. Весь костяк вооруженных сил НАТО соберется сейчас на эту встречу. Почему именно сейчас созывается эта встреча? Это означает переориентацию Пентагона
Считается, что с марта Европа заняла активную позицию в борьбе против России. И если на встрече будут выведены многие американские офицеры из Германии, Америка хочет сокращения 20%. Это очень много своих войск в Европе. Так как Европа с марта ведет активную военную позицию против России, это огромная угроза без помощи Америки. И опять же будут страдать нормальные люди. Как говорится, Америка хочет умывать руки. В принципе, они делают все правильно. Виноваты наши политики. Потому что если Вашингтон будет выводить все свои силы из Германии и из Европы, то все рухнет здесь, если, не дай бог, начнется война, которую провоцирует Европа. То есть рухнет военный щит. Для России это, конечно, прекрасно. А для простого народа опять страдания. Если, не дай бог, что. Ведь недаром Трамп говорит Европе: вы кажетесь достаточно сильными без нас, мол, можете атаковать. Это же издевательство над Европой. Можете атаковать российские самолеты. Это трагедия, можно плакать, потому что не народ же хотел, я опять говорю, по последним данным, 90% населения Германии против того, чтобы помогать украинским беженцам и помогать Украине. Трамп имеет в виду: вы сами отказались от мирных переговоров, защищайте себя сами. Стреляйте в русских. И подумайте сами, как сейчас Путин и Россия смеются над Западом. Полное фиаско. И многие говорят о том, что американские войска будут переведены в Венесуэлу или недалеко от Китая. И Европа остается в самой ужасной ситуации со времен Холодной войны. Что и следовало было ожидать. Европа остается без логистики, без нормальной армии, без денег, делая заявление о том, что мы готовы напасть на или защищать украинские ценности, особенно мне нравится или украинский народ и так далее, не имея потом никакой гарантии и гаранта, такой как Америка, они полные ничто. У Германии боеприпасов осталось в самом лучшем случае на неделю, а не на долгое продолжительное время. Ну да, они будут покупать оружие у Украине, которое там уже не нужно, за деньги, наши собственные деньги. И если защитный Патриот будет выведен, то откроется вообще, Европа будет абсолютно не защищена. И НАТО без помощи США – это ничто. Америка, возможно, сосредотачивает себя на Азии и не против, чтобы Европа совсем ушла в бездну, разрешая ей стрелять по российским самолетам. Можно вспомнить Вторую мировую войну, когда Америка долго сомневалась, помогать России или не помогать. Друзья, послушайте, что говорит блогер тоже об этом. Сейчас я вам хочу предоставить видео, каким образом, вы все прекрасно знаете, все эти дроны, все якобы российские и так далее, по многим странам уже. Для чего? Чего добиваются европейцы в то время, когда Америка вот-вот их всех кинет. А в конце концов опять будет страдать простой, опять повторяю, народ. Мы будем страдать ни за что. Особенно подставят Молдову, Польшу и балтийские страны, которые ничего против не сделают. И с помощью наших политиков вся Европа погрузится в настоящий хаос. У меня для вас есть секрет от министра обороны. Секрет о 800 солдатах со всего мира, созванных Хитчем, раскрыт. Наша Бундесвер – армия в кризисе, армия в форме, лишенная боеспособности. И она внезапно должна взять на себя роль, которую канцлер раньше больше приписывал себе, кроме. Кан имел.
Десятилетиями там находились американские войска. Это иллюзия. А что, если американцы проведут вывод войск не частично, а полностью? Если он всерьез хочет оставить Европу саму по себе, не выдавая ее солдат русским, то мы стоим на пороге геополитического периода, когда Германия в центре континента стоит между всеми фронтами. Без защиты, без гарантий, и именно в этой опасной фазе, когда Украина находится под постоянной защитой и сама стремится нацелиться на Москву. Потому что сегодня Зеленский заявил, что обеспечит постоянное отключение электричества в Москве. А в России военная промышленность переведена на военный режим, где постоянно поставляют новые системы вооружения на фронт. Даже США усиливают давление. И что это значит, если в Вашингтоне одновременно созывается секретное заседание в Пентагоне, на которое вызываются даже самые отдаленные командиры? Если даже сам президент Трамп должен там присутствовать, что же там решается? Что тогда еще остается в тайне? И почему Европу даже не информируют? Молчание оглушающее, и оно усиливает подозрение, что готовится сделка. Сделка, заключаемая за нашими спинами. Возможно, это тихое соглашение с Россией, возможно, тайная договоренность Европы как дать цену за буферную зону, в то время как Америка направляет всю свою мощь против Китая. Потому что такой разрыв приведет к распаду НАТО, а также погрузит ЕС в хаос социально, потому что миллионы беженцев покинут прифронтовые регионы, направятся в Центральную Европу и военные, потому что мы просто не в состоянии защитить свою страну. И именно поэтому этот возможный вывод войск не просто шаг, а предупреждение. Сигнал тревоги, лекарство для Европы, которое заставляет нас задаться вопросом, действительно ли мы хотим продолжать слепо провоцировать русских и слепо доверять, что Америка нас спасет. И именно это наши политики недооценили. Они заставляют нас смотреть в глаза русским в этой войне, провоцируют и поджигают. Огонь на каждом углу. Дорогие мои, я прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасного дня. Где бы вы ни жили, в моем сердце, в моей душе надежда, что весь этот бред останется только бредом. Хотя мы уже и так достаточно все пострадали. Независимо, украинцы, адекватные люди, или россияне, или немцы. Нас всех просто держат за пешек. Я желаю вам прекрасного дня. Заходите на мои новые видео, подписывайтесь, ставьте лайк. С вами была Эрика, Берлин, Deutschland. До новых видео, до новых встреч на моем канале. Пока!